Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. В этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого очаровательного зайчика. Мастер-класс этот довольно известный, он есть в бесплатном доступе, в текстовом варианте. Но так как там отсутствуют фотографии процесса, очень многим сложно связать такого зайчика просто по тексту, поэтому я решила создать видео мастер-класс на эту бесплатную схему. Когда вы свяжете эту игрушку, большая просьба указывать настоящего автора, ни в коем случае не меня. Ссылочку на текстовый мастер-класс этого зайчика я оставлю под видео, там же укажу автора оригинального мастер-класса на английском языке и автора, который перевел его на русский. В мастер-классе будет несколько частей, в каждой мы будем вязать по одной какой-то детали. В первой части ручки, во второй ушки, в третьей будем вывязывать ножки, в четвертой вязать туловище, ввязывать ручки, в пятой свяжем голову и оформим зайчика, а уже в шестой и седьмой мы свяжем ей одежду. Самого зайчика я вяжу из пряжи Yarnard Jeans крючком 2 мм. Туфельки тоже связаны из этой пряжи. Номера цветов я оставлю в описании под видео. Платьюшко я вяжу спицами 2 мм, использую носочные 5 штук. И вот такую пряжу я уже смотала, правда, ее в моточек, но это Alize Diva. Вот так выглядит этикеточка. Также нам потребуются глазки. У меня 12 миллиметров и пуговички. Пуговички небольшие, примерно где-то сантиметр. Это самое, наверное, большее. И пуговички для туфелек. Расход пряжи на зайчика у меня вышел один моточек. Вот этого 0,5 цвета и немного белого цвета на носочки и на штанишки. Примерно половина мотка. На сандалики уходит понемногу каждого цвета. Если что-то я вам забыла рассказать или у вас возникнут вопросы какие-либо в процессе вязания этой игрушки, задавайте их в комментариях, я вам обязательно отвечу. Начинаем вязать ручки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 5 столбиков без накида. Затягиваем. Дальше вяжем второй ряд 5 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. В общем, у нас получится в этом ряду 10 столбиков. В следующем третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка, и так повторяем 5 раз до конца ряда. Получится в итоге 15 столбиков. В четвертом ряду провязываем 4 столбика, прибавка. И так повторяем 3 раза. В итоге получается 18 столбиков. Следующие 4 ряда с 5 по 8 провяжите по 18 столбиков без накида. В 9 ряду провязываем убавку в самом начале и довязываем до конца ряда 16 столбиков. В 10 ряду вяжем 4 столбика,
убавку и довязываем до конца ряда 10 столбиков. В общем, получается в этом ряду 16 столбиков без накида. В 11 ряду провязываем 8 столбиков. И убавку. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков, и в этом ряду получится уже 15 столбиков без накида. В 12 ряду провязываем 12 столбиков. Убавку и 1 столбик. В общем, получается 14 столбиков в ряду. Следующий 13 ряд провязываем 3 столбика. Убавка. И довязываем до конца ряда 9 столбиков. Далее с 14 по 20 ряд, всего получается 7 рядов, провяжите по 13 столбиков без накида. Вот эту нижнюю часть плотно наполняем. В 21 ряду провязываем убавку. Три столбика без накида. Дальше провязываем 6 полустолбиков с накидом. Повязываем локоточек. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. И довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. Это единственный раз, когда в детали ручки вяжутся полустолбики с накидом. Всего их 6. Остальная вся ручка вяжется столбиками без накида. В 22 ряду мы провязываем 5 столбиков без накида. Вяжем прибавку. Один столбик без накида. И снова прибавку. Довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Получилось у нас сейчас в этом ряду 14 столбиков с
Следующие с 23 по 36, это всего получается 14 рядов, провязываем по 14 столбиков в каждом. Деталь наполняем полностью. Я не добавляю наполнитель, только в оставшиеся примерно 4 ряда. Вот у меня пусто. Вот такая у нас получается деталь. В 37 ряду мы провязываем 5 столбиков убавка и так повторяем 2 раза. В итоге у нас получается в ряду 12 столбиков. В 38 ряду провязываем 4 столбика убавка, также 2 раза. И получается уже 10 столбиков в ряду. Дальше провязываем 7 столбиков без накида. Может получиться больше или меньше. Сейчас объясню почему. Я провязала 6. Складываем деталь пополам. И нам нужно дойти до того места, где будет серединка локоточка. Получается, там, где мы провязывали 6 полустолбиков с накидом, вот нужно найти середину, провести такую линию наверх, посмотрите, чтобы вязание заканчивалось именно там. Вот мне достаточно 6 столбиков. Если я провяжу еще 1/7, то ручка немножко сместится. Посмотрите, может быть, вам нужно будет провязать 5 столбиков или наоборот 8 столбиков. Регулируйте это сами. Далее нужно соединить 2 стороны вместе, провязав в общем 5 столбиков без накида. Вводим крючок под первую сторону и сразу же под вторую. Вот здесь столбик находится сразу за ниточкой, его не пропускайте, иначе у вас не получится провязать 5. Первый столбик, дальше также вводим крючок под обе стороны, второй, третий, четвертый, и пятый. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Длинный хвостик оставлять не нужно, потому что ручки мы будем ввязывать. Вот такая у нас получилась деталь. Вяжем точно так же вторую ручку. Не обращайте внимания на то, что они у меня разные. На камеру я вяжу чуть свободнее, чем без нее. Провяжите так 2 ручки и переходите в следующую часть, в которой мы будем вязать ножки.